Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые дорогие подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Успех в задуманном деле. Чем дело кончится, давайте с вами узнаем. Либо исполнится ли задуманное, или, может быть, что прояснится. Мы пока не знаем, что нам расскажут карты. Я думаю, у каждого есть какая-то своя мысль или цель, задуманное дело. А для кого-то может быть и проблема, и вы тоже ее пытаетесь решить. Но хотя бы немножко просчитаем, да, или предположим альтернативный вариант, который может сопутствовать как раз и успеху, и удаче, и тому, что дело ваше, в конце концов, как мы говорим, выгорит или осуществится. И для вас это будет означать успех. Давайте с вами узнаем, так будет ли успех в задуманном деле. Чем же это дело кончится в конечном итоге? Иногда ведь попросту, как временные рамки, да, корректировать нам приходится. Самое главное, не отказаться за 5 минут до успеха, мои дорогие. Увы, такое тоже бывает. Ладно, перейдем к нашему прогнозу, раскладу, кто вы и ваш задуманный вопрос, да, или вот успех, в каком деле, из чего состоит, что происходит прямо сейчас, чего это больше касается. У кого-то, слушайте, либо поездка, либо переезд, а вообще, ведь это, по сути дела, у нас сегодня колода 78 дверей. Принципиальное значение, напомню, имеют двери. Открытый, закрытый, каков ключ. Куда-то, может, и сами не пойдем. Но тут уже явно вы не просто идете, а вы уже сделали какие-то шаги. Вы как будто вышли, можно сказать, из зоны комфорта. Вы на что-то решились, мои дорогие. А на что ж это вы решились? А вы решились действовать. Но, видимо, до конца вы еще пока не знаете, что вас ждет. Поэтому, наверное, и смотрите. По рыцарю мечей, да, мы как будто пытаемся проломить вот эти врата. Хотя карта говорит, ты тут будь внимателен. Кстати, по этой карте начинать нужно с правды. Наверное, для начала быть честным с самим собой. Вот смотрите, вам сразу карты говорят, как будто вы уже на что-то решились, да, как мы сказали. А дальше вы можете где-то, и сил у вас сейчас более чем достаточно. На самом деле решить этот вопрос в принципе можно, но он некоторые подводные камни все-таки имеет. Потому как по рыцарю мечей это, знаете, со знаком плюс карта проигрывается, когда мы ищем правду, и мы ее находим. Причем вы можете сталкиваться с людьми, которые, может быть, говорят то, что не очень приятно слышать, тем не менее, это будет правда. Это могут быть официальные лица, мои дорогие. У кого-то это вопрос буквально по работе может касаться, или конкретных все-таки дел. Почему? Потому что по рыцарю мечей, если особенно для тех, кто из вас занимает руководящий пост, пусть это какой-то небольшой отдел или порученное дело, но, может быть, у вас есть какие-то сотрудники, которые в вашем как бы подначале находятся, да? Так вот, иногда эта карта говорит о том, что внезапные проверяющие могут быть. Вот поэтому будьте внимательны. Видимо, тут или, может быть, какие-то обстоятельства дела, опять же, внезапные. Ведь по рыцарю мечей иногда идет такое значение «бунтарь без причины». Так вот, мы сами можем где-то взбунтоваться, да, потому что нам что-то надоело. Ведь эта карта говорит, что мы уже не хотим находиться в том месте, где были раньше. Поэтому через этот порог вы уже перешагнули. Но дальше еще есть, знаете, как какой-то вопрос в тени. Поэтому куда-то не торопись. Вот, смотрите, тут даже вот эта колода, она, знаете, как метафора. Даже не зная значений этих карт, уже, в принципе, глядя на картинки, понятно становится. Наблюдай. Не рвись ты, не прошибай лбом буквально эти врата, а ты понаблюдай. Понаблюдай, что говорят люди. Понаблюдай за окружающей обстановкой. Вот ваше, видимо, сейчас, кто вы или прямо сейчас, возможно, это вы, кстати, уже где-то прошли вот этот опыт. Вы на что-то решились, предприняли некоторые шаги, уперлись, может быть, буквально вот в эти врата, в стену, да, и уже где-то поняли, что нет, тут не все так однозначно обстоит. Потому что Паш мечей, он тоже где-то говорит, и смотрите, две мечевые карты, а по мечам у нас что идет? Интеллект. Интеллект – это не сознание, это именно что-то более высшее. Сознание – это где-то привычка. Тут явно
вы уже вышли, мы говорили, из зоны комфорта или из привычного какого-то положения. Теперь вы уже на другой стороне реальности, именно той реальности, которая сейчас развивается. Но прежние методы ведь тоже не работают. Поэтому и карты нам говорят, для тебя придется, скорее всего, действовать так, как ты этого немножко не ожидал, либо не, ну, может быть, и не предполагал. Или метод сам по себе, он для вас тоже новый. Ну, может быть, прежде бы вы бы кому-то что-то доказывали, или собирали бы документы с доказательства, да, ну, у кого что тут, чего касается вопрос. А тут как будто даже не это важно. Ну, вот сейчас мы раскроем, а что же тогда? Поэтому на всякий случай по пажу мечей нам говорят, возможно, тебе придется корректировать свою траекторию, раз. И я бы сказала, у нас сейчас год змеи. Включайте змеиный режим. Змея, она наблюдает. Для вас явно нужно сначала, как знаете, говорят, застолбить место, да? Или назовем адаптироваться, приспособиться. Мы еще пока, ну, как мы будем действовать, мы не знаем. Явно нам уже сказали, что прежние методы не работают, я уже повторяюсь. Но я к чему веду? Потому что новые-то методы, их пока мы отшлифуем или поймем, что нам будет помогать, для этого тоже, мои дорогие, потребуется время, поэтому наблюдай. Возможно, вы вот как раз траекторию и измените. Поэтому сначала нужно адаптироваться, а потом организовать это дело как-то в другом ключе. Ладно, что еще тогда? Кто вы, что прямо сейчас? Ну вот правда, вот смотрите, все то, что я сказала, да? Врата. Ну, разбежаться вот этот могучий кентавр может проломить, но совсем не обязательно, что останется довольным. Мы можем, вот если прежние методы, как раз десятка жезлов и говорит, с одной стороны, у вас хватит сил довести до ума, довести до конца, до финала какого-то. Но, опять же, вот эта дверь, куда буквально толкает в нее, да, или как ломится человек, она ведь никогда так не откроется, потому что фокус в том, что ее нужно просто аккуратно, легко потянуть на себя, и она открылась. А так мы можем стоять барабанить. Может быть, вы сейчас находитесь в таком положении, вы думаете, что кто-то вот придет как бы на помощь. Нет, вот то, что вы задумали, мои дорогие, ну, может быть, и такая ситуация, никому до нас нет дела. Все заняты чем-то своим. И я делаю этот расклад, как раз у нас такое время. Знаете, сейчас каждый сконцентрирован на собственном благополучии. Планетарные транзиты именно так идут. Ну и, конечно, Плутон в Водолее на долгий период времени, это ведь что? Во-первых, это инновации какие-то, это тоже своего рода перестройка, но и больше индивидуальности, раскрытие самого себя. Поэтому и люди больше заняты самими собою. И поэтому надеяться на кого-то не следует. У вас у самих хватит сил. Хорошо, что же тогда прямо сейчас? Вот ваша задача действительно адаптироваться. Иными словами, поставить вот какую-то защиту. Все-таки двери это отчасти и защита, и, знаете, как отдышаться и оглядеться. Иногда по этой карте, это, кстати, карта опять про вашу силу, которую перед тем, как прикладывать к чему-либо или кому-либо, да, я имею в виду кому-либо контакты, продолжение, да, с кем мы будем продолжать контакты, наблюдать мы будем, договариваться, документы подписывать, мы еще пока не знаем. Но вот тут надо это продумать. Куда вы эти силы потратите? Потому что, кстати, карта говорит, ты сделал все, что мог. Это где-то касается прошлого, поэтому смело можно сказать, что правда, методы не будут работать. Но все то, что вызвало вот вашу решимость и решение, это именно потому, что ты сделал все, что мог. Но настала пора себя защищать. Причем мудро, может быть, и хитро. И это не значит, что мы просто сидим и чего-то ждем. Может быть, кстати, это вы попробовали какое-то дело решить вот так, ну, где-то наскоком, да? Потом понимаете, что нет, что-то не то, да? И, может быть, вы засомневались, кстати, мои дорогие, по поводу того, а может быть, я зря на что-то решилась или решился? А вдруг это дело у меня выгорит, не выгорит, получится, не получится? Будет ли в этом деле успех или нет? И вы как на время, потому что вы пока не знаете методы. Вот тут именно методы, как будто не то, что не отшлифованы, а еще пока неизведаны, непонятны. Понятно только одно, что прежняя какая-то стратегия, тактика не работает. Отчасти четверка кубков нам говорит, что
ты не должен вот обдумать что-то, да, все то, что мы говорили. Это не значит все поставить на паузу. Это точно. Чего же касается ваш вопрос хотя бы? Я могу предположить, что как раз каких-то важных согласований, потому что у нас две мечевые карты, интеллект. Иногда эти карты говорят о подписании документов, согласований, иногда в вопросах, может быть, в суде, с чиновниками. Ну, давайте хоть немножко, вот еще один ряд, несколько карт. Так что у вас за проблема, чтобы вы могли... А вот какая-то неожиданная проблема или неожиданный вопрос. Вы столкнулись с новой реальностью. Может быть, вы никуда и не собирались идти, будем говорить, да? Или прежде, как ситуация вас вынудила вот такое решение основополагающее принять. У кого-то по королю мечей, правда, больная ситуация, потому что что-то не могло бы уже продолжаться, как прежде. Либо это и вам где-то самим надоело, но все-таки с учетом рыцаря мечей нет. С чем связана ситуация? Вы получили какую-то новость, может быть, вы услышали в средствах массовой информации, может быть, кстати, с королем мечей. Иногда проходят юристы, адвокаты, судьи, да, то есть юриспруденция, мы где-то об этом говорили. И вы понимаете, может быть, прежде вы не могли оформить какой-то документ, а тут вроде как, ну вот есть такая вот узенькая тропиночка, когда вы можете как раз вот осуществить то, что прежде было неосуществимо. Но еще, может быть, порядок, он не отработан. Нет еще какой-то, знаете, ну как цепочки или системы, четко отрегулированной развития событий или последовательности действий, но определенно здесь могут быть. И, кстати, карта говорит, вы могли обращаться к специалистам узким. Вот у нас буквально врач. Ну, может быть, у кого-то вопросы касаются даже вашего здоровья. Какое-то время вы сидели, как будто, ну, где-то и бездействовали, может быть, и думали, что, ну, еще подожду, да, вроде не горит, вот что-то такое. Ну, и хочется что-то изменить или что-то, может быть, беспокоит, но в принципе, именно не было какой-то остроты. А потом, видимо, были какие-то моменты, когда вы понимаете, что не, пора действовать. И, скорее всего, ваш вопрос связан с тем, в чем вы, ну, явно не специалист. Потому что карта говорит, тебе понадобятся специалисты. И у кого-то, понятно, мы не сидим, не ждем, не гадаем, кстати, и не смотрим Таро, прогнозы и расклады, а идем к доктору, если вопросы касаются здоровья. Я всегда это говорю. Поэтому ни в одном моем раскладе практически про здоровье мы не делаем прогнозов. Но это так попутно. Поверьте, только врач, объективно глядя на вас, может быть, дополнительные методы исследования, какие-то обследования, анализы банальные, да, но это только врач решает. Но вот, короче, такие вопросы по здоровью нужно решать с врачами, потому что даже врачи со мной согласятся, очень часто мы сами себя объективно, при всем знании, при всех, точнее, знании, при нашем опыте, все равно существуют узкие области, где мы, увы, там мы пролоббируем, там мы чего-то не знаем. Поэтому, а для всех остальных, тем более, мои дорогие, если вопрос касается документов, четко понимать, какая система этим занимается, или я имею в виду, ну, как чиновники, какое-то, может быть, подразделение, да, или какой специалист вам нужен. А, кстати, посмотрите, у вас солнце на дне колоды. Вот я точно говорю, что у вас что-то получится, потому что сил уже где-то нам сказали, у вас хватит. Методы придется менять. Поэтому тут что-то задуманное, конкретно важное. На данный период момента как будто есть надежды. Но знаете как? Правда, тут нельзя просто так ожидать. Держать руку на пульсе нужно, потому что вы сейчас, с одной стороны, есть какое-то воодушевление. Вы можете интуитивно чувствовать, да, это дело у меня получится. Но вот методы, как вот у нашего шута, ключи от пространства. Обратите внимание, дверей закрытых нет. Но королева кубков иногда говорит об ожидании, иногда об альтруизме. Вот, кстати, тот вопрос, который вы сейчас пытаетесь решить, его ни в коем случае нельзя решить себе в минус. Что это значит? Вам могут предложить какой-то альтернативный вариант.
Вы можете вдохновиться, что прежде-то вообще ничего не решалось, а вот теперь альтернатива какая-то появилась, или как лед тронулся. И вас это, понятно, где-то вдохновит, может быть, даже элемент такого восторга, что-то может быть у вас приятное как раз. Но именно в этом приятном нельзя и замешкаться, и нельзя замечтаться, потому что альтруизм не должен граничить с самопожертвованием. А явно тут с учетом нулевого аркана это нам что-то, ну, как, знаете, воодушевление приходит, или когда мы чувствуем себя на подъеме, тогда мы тоже не очень-то прозорливы. Хорошо, что еще? А вот нам говорят, договариваться придется. Причем это делать с позиции, может быть, математического расчета, потому что у кого-то из вас, пусть даже документы, но, может быть, за них нужно заплатить, все-таки пентакли, это какие-то могут быть персоны с учетом мечевых карт, которые думают совсем не так, как вы, которые к вам относятся, вы-то свое дело, да, то, что или задуманное. Вот этот успех, который вы хотите получить, вы им горите, а люди беспристрастно на это смотрят, им вообще никак. Но вам, видимо, придется какое-то среднее арифметическое находить, чтобы успех-то как раз у вас и был. Может быть, это вы уже сейчас понимаете, что, но действовать нужно все равно по-другому. Понимаете как? По пятерке кубков, вот даже глядя на карту, нам говорят, и мы по первому ряду мы с вами тоже сказали, методы не те, которыми вы действовали прежде. Иными словами, девушке пора прыгать. Пламя подбирается ко второму этажу, но она кричит, зовет на помощь никто не придет. Мы где-то уже с вами говорили, стеклянные двери, они открываются в другую сторону. И ей страшно, боязно. Почему? Не прыгала никогда. Вот явно тут какой-то идет метод, который вы, может быть, вы и знаете, или вы предполагаете, мои дорогие, но внутренние сомнения или как страх не дает возможность действовать. Да, тут нужно что-то и просчитать, да. Может быть, по двойке пентаклей нам говорят, что все равно тебе как будто нужно решиться на что-то, да. И вот, может быть, вот этот метод, да, какой-то новый, вы даже будете не один и одна осуществлять, а все-таки помощники будут. Но будут помощники только тогда, когда вы будете действовать, ну, где-то в другом ключе. Понимаете? Может быть, то, что вам будет предложено, на первый момент может вызывать у вас отторжение, несогласие. Я не хочу так поступать. А будьте рациональными. Я тут больше вижу, что вам, правда, придется какой-то альтернативный вариант, мои дорогие, принимать. И это может быть единственным решением проблемы. А если мы будем настаивать на своем, мы тоже можем оказаться, кстати, вот в такой пятерке кубков. И нам все равно придется как будто прыгать. Но тут-то мы вдвоем можем оказаться и не замечтаться. Как будто, понимаете, нельзя отказаться и нельзя на 100% согласиться. А вот где-то между. Вот синхронизация, да? Когда вы найдете общие точки интересов или общее какое-то взаимодействие, построите правильно диалог, но одно точно, и не старый метод, и ищи союзника. Вот есть такое все-таки в нашем раскладе. От чего или от кого зависит успех в деле? Чтобы вы получили задуманное, осуществление желаемого или успех. Вот еще одна карта, посмотрите, четверка. То есть это, знаете, ну, некоторая, как стагнация, не получается сделать в том ключе, как мы это себе представляли. Ни мы не уменьшимся, чтобы в эту дверь войти, ни дверь не увеличится. И ведь, опять же, вот где-то карта сама вылетела, она о чем говорит? Что ты сейчас не видишь, как будто нужно переоценить ваше собственное состояние. Вы считаете, что у вас есть что-то, что вам как будто мешает. Или в том деле, которое вы задумали, чего-то не хватает. Или в конкретном человеке у него чего-то не хватает. Ну, не хватает, имеется в виду, может быть, каких-то качеств, или он на что-то не решается, или не удается выстроить диалог, может быть, и так. Так вот, тем не менее, ваше нынешнее состояние, оно достаточно ресурсно.
Мы уже в третий раз об этом говорим, но нужно подумать, как эти ресурсы применить. Опять же, альтернативно. Если отойти от внимания к этой двери, то совершенно очевидно, что девушка наша, да, ей кажется, я такая большая, дверь такая маленькая. Так в этом плюс, что ты такой большой, что ты можешь, как видеть этот горизонт, и заглянуть, и продумать, и просчитать. А если надумаешь, так и перемахнуть за этот забор. Тебе не в дверь надо попасть, тебе нужно попасть в конкретное пространство. Вам какой-то ваш вопрос, мои дорогие, нужно видеть более шире, как в масштабе или в каком-то прогрессе. Задавать себе вопрос. Если ваше дело уперлось как в какую-то деталь, так ли уж важна эта деталь для вас будет лет через 5, а через год, а через полгода. Вы знаете, вот такой от обратного отчет и вопросы, они очень часто помогают прояснить на самом деле, нужно ли нам буквально упираться рогом во что-то, или все-таки стоит рассмотреть альтернативный вариант. Так от чего или от кого зависит решение вашего вопроса? Здесь, правда, отчасти это будет зависеть от какого-то специалиста, от знания закона, от того, что по закону нужно что-то сделать правильно. И когда отчасти ваша независимость, она тоже должна быть соблюдена. Но где-то мы можем это соединить вот в эти две карты, когда альтруизм переходит в какую-то жертвенность, именно потому что либо мы были чем-то воодушевлены, чего-то не заметили и шагнули, да, вот в эту пропасть. Или когда мы были слишком самонадеянны. Нет, мои дорогие, тут какая-то новая форма реальности. И нам же опять говорят, по пажу жезлов, это весть, от чего будет зависеть. Вы получите скоро какое-то известие. Но для вас и будет какой-то явно у вас контакт. Либо с задуманным человеком, либо по вашему вопросу, если это какие-то инстанции. Поверьте, но ваши-то вот такие должны быть холодная голова, холодные мысли, рациональные, да. Ваш вопрос именно нужно решать без эмоций, и тогда у вас вы сразу увидите какой-то прогресс. От чего или от кого зависит решение вашего вопроса, получение успеха, желаемого, карта сила. Ну, правда, у вас есть силы. Но договариваться придется. Дева договаривается со львом, а лев– это прообраз нашего эго. Ну и одновременно страж дверей. Обратите внимание, дверей закрытых нет. Мы сами как будто их себе создаем. И при всем при том, что вы сейчас ресурсные, вот какая-то диалоговая форма– это не есть слабость, мои дорогие. Нет. Здесь именно выслушивайте оппонента, потому что все решают люди. Неважно, у кого-то в суде, у кого-то с узкими специалистами. Или решать вы по части документов хотите вопрос, и вам нужно договариваться в целом с большим количеством людей. Или с одной персоной конкретно, ключевой. Правильно выстроенный диалог откроет вам любые двери. Вы сейчас в максимально благоприятной позиции, и самое главное, для вас нет ничего невозможного. Невозможного действительно нет, преград нет. Ух ты, как бывает-то. Я бы даже сразу сказала, вы не случайно столкнулись с той темой. Вот меня смотрит большое количество людей. И у каждого своя проблема, своя тема и свой задуманный успех. Так вот это все то, что у вас создалось вокруг вас. Или пусть это будут контакты. Явно тут есть какие-то персоны. Во-первых, это могут быть персоны, которые занимают достаточно высокий пост. Это могут быть люди, которые добились многого. Это могут быть те люди, которые и мудрые где-то, может быть, и хитрые, не без этого, как карта маг. А у кого-то такая запутанная ситуация по части личной жизни. Все же нам конкретно говорят, маг– это всегда более мужские энергии, карта сила– это женская сила. Сложно договориться, это правда. Потому что каждый, ну, привык действовать как-то по-своему. И именно в это уперся ваш успех или решение вашего вопроса. То есть не случайно солнце выпадало. Солнце-то, кстати, тоже на дне колоды, точнее, было. Солнце– это прообраз нашего эго. Так вот, если это так же, как лев, и если мы будем настаивать на своем, мы упустим какую-то возможность. Я бы сказала, это ключевая тема всего нашего расклада. Для вас, в очередной раз повторюсь, мои дорогие, если вот где-то совпадали, да, первые два ряда,
с тем, что вы задумали. Ну, в целом, да, мы же не можем там детализировать, потому что нас много. Но если вот вы чувствуете, что, ну да, где-то это откликается в моей душе, где-то ситуация походит, вот поверьте, от того, как вы договоритесь, вы получите желаемое или свой успех. Но сам вопрос непростой. Но и у вас-то более чем достаточно ресурсов. Все же, видимо, диалоги, они, знаете, не закрывают для вас какие-то двери. И я тут вижу, даже если, допустим, да, маг не имеет закрытых дверей, по аркану сила, как будто женская сила. Если меня девочки смотрят, может быть, есть конкретный какой-то мужчина, который тоже имеет в своих руках сферы влияния или имеет какую-то финансовую составляющую, или это тот человек, который, ну, обладает определенной, понятно, и харизмой, но вы точно знаете, что да, у него есть какие-то возможности. И тогда, мои дорогие, правда, двери-то ведь у вас закрыты. А если мы, ну, так женскую, мужскую энергию рассматриваем, то все-таки именно женщина, она как должна быть, может быть, мудрее, может быть, хитрее, чтобы рассмотреть альтернативные варианты, правда? Тут интересная ситуация. Так от чего или от кого зависит ваш успех? Ну, тут, правда, есть и персоны. У кого-то от этого будет зависеть и семейная жизнь, и личная жизнь, и вопросы дома. Может быть, вот вы смотрите какие-то организационные мероприятия или составление ваших бумаг, важных, точнее, бумаг, по поводу вашего жилища, вашего дома, места пребывания. И тоже есть персоны, как и чиновники, как и специалисты. Может быть, тут даже много людей, как и близкий человек, так и еще какие-то структуры, или, может быть, юристы, адвокаты, согласование и денежная тема одновременно. Как будто, я могу сказать, все сферы жизни сходятся в этот момент как в одной точке. И у вас все дороги в одной точке. Поэтому я и говорю, что не случайно сложилась эта ситуация. Ладно, давайте еще. От чего и от кого зависит успех в деле. Но от вас самих. Если меня смотрят мужчины, знаете, где-то все-таки карта мага предусматривает, может быть, если для вас ситуация именно вот как я сказала, да, есть женские энергии, есть мужские энергии. М, Рассмотрите варианты или, может быть, если вам приходится именно договариваться с женщиной, ну, может быть, это у вас же закрытых дверей нет. Может быть, обратная ситуация, что у женщины нет каких-то ресурсов, и вам нужно каким-то образом посодействовать ей. Я такое допускаю с учетом вот этой карты, потому что, смотрите, закрытая дверь. Но у нас маг, волшебник изображен. Тот, который знает пасы, знает код, кодовое слово, да? И вот сейчас пару пасов. Может быть, одно слово, и дверь открывается. Тут, наверное, все же, ну, правда, диалог. У вас ведь тоже, мои дорогие мужчины, дверь может быть закрыта. Просто до этой карты, ну, я не видела, да, тут у нас по магу вообще дверей как таковых нет, одно пространство. Может быть, вы, если будете тоже, это к мужчинам относится, настаивать, то перед вами могут закрыть эту дверь. Поэтому тут один другой должен искать точки взаимодействия. Это факт. Вообще, посмотрите, нам как будто сразу говорят, начнешь с рационализма и никаких иллюзий. И у тебя новость вы получите, но вот то, что мы получаем, как новость, бумагу, какой-то контакт, и дальше посмотрите. Какая красивая траектория. От чего зависит? Да тут сразу много вопросов можно решить. Это как, знаете, есть клубок, потянули. Главное найти вот эту ниточку, да, за которую мы потом просто тянем. И клубок или клубок каких-то противоречий, проблем начинает разматываться обратно. Чего вы не видите? Ну, правда, вот давайте поконкретнее. Чего вы не видите, а это окажет влияние на успех в деле. Давайте хоть пару карт. Но я уже вообще-то сказала, что по судьбе это как карта Иерофант.
согласования какие-то или оформления. Неважно, у кого-то оформление отношений, у кого-то оформление документов, у кого-то нужно сделать, пройти какой-то путь, как предусматривает система иерархии. Или система, имеется в виду, вы тоже хотите решить свой вопрос, но, может быть, для этого вам нужно пройти не одну инстанцию, а несколько. Собрать или подготовить не один документ, а несколько. Поэтому мы не идем против этой системы, мы не идем против власти, мы не идем против правопорядка какого-то, может быть, и менталитет в целом той страны или местности, где вы находитесь. Это то, что принято в обществе. Но это то, что принято еще и в плане власти, да, и мы говорим законы. Ведь это тоже где-то законник. И правда, вот я могу сказать, к вам то, что действительно по праву принадлежит вам, пытается вернуться. Но для вас это может быть не то, что несколько неожиданно, а вы можете даже думать, ага, вот когда-то у меня не получилось, и сейчас ко мне это возвращается. Иногда подобные мысли делают нас тоже, ну, как-то, знаете, менее приспособляемыми, что ли, да, или менее сговорчивыми, потому что нам кажется, ну вот теперь-то будет, по-моему. Нет, а вот теперь тоже не совсем по-вашему. Договариваться придется. И это для вас ведь тоже как экзамен своего рода. И, может быть, даже если у кого-то личная жизнь, может быть, проходит какие-то очень сложные пути, да, или как этапы жизни, но это вам тоже по судьбе. Именно вам. Вы должны сделать какие-то выводы, научиться себя беречь, научиться о себе заботиться как-то по-новому и не ожидать. Не должно быть пустого ожидания и не должно быть каких-то, безусловно, иллюзий. Продуманные действия вам помогают, как сдать этот и жизненный экзамен. Но, может быть, мы иногда сетуем на людей, с которыми нас сталкивала жизнь. А они тоже были для нас учителями. Да, вот когда у нас учителя такие, в кавычках, хорошие, ну, у нас тоже быстро так глаза открываются на что-то. Ладно, так чего же вы все-таки не видите? То есть вот такой судьбоносный момент вы можете не видеть, мои дорогие. И что вам нужно действовать по закону все же, да? Вот по аркану Верховный Жрец, ведь это тот, где-то философски смотреть на некоторые вещи. И если я сказала, научиться себя сохранять, может быть, вам придется фильтровать свое окружение. Семерка жезлов. Вокруг вас будет очень много людей, которые, знаете, если в принципе кто-то из вас, знаете, как собирают мнение, кто что думает по вашему вопросу. Причем думают, ну, люди, которые больше смотрят как обыватель на вашу проблему, то вы совершаете ошибку. Нам уже несколько раз сказали, только специалисты могут решать какой-то ваш вопрос или вашу тему, вашу проблему. И наверняка, если вы меньше будете о себе рассказывать, счастье и удача любят тишину. То есть для вас вот этот грот, если мы смотрим на карту, наш герой, непонятно, не то закрывает, не то открывает. Вот перед кем-то вы должны будете поставить вот эту защиту, да, свою собственную защиту, иными словами, вот эту дверь или вот вход в этот грот, и кого-то не впускать, о себе много не рассказывать. Более того, если в делах вам тут, знаете, досужие мысли досуживать человека, как у Джерома, они вам тоже могут помешать, потому что сколько людей, столько мнений. Начнут давать советы, замучают, в итоге вас запутают, понимаете? Тут нельзя и запутаться ведь тоже. Иначе иногда вот путаница иногда и приводит к какой-то паузе, мои дорогие. А здесь нет, тут нужно понимать, когда действовать, когда себе сказать пора и как действовать. Тут вот в этом же тоже загвоздка. Ладно. Чего вы еще пока не видите? То есть приготовьтесь, что себя беречь в каком-то новом амплуа, в новом статусе, совершенно другими методами. Действовать вам придется по-другому. Надеяться на самого себя и от чего-то отказываться. Вот чего вы не видите. То есть на 100%, как вы задумали, ну, наверное, все-таки не будет. Будет коррекция, будьте к этому готовы. Потому что вот эти врата, вот обратите внимание, отчасти ведь карты похожи, правда? Врата, вот вышел человек. И кто знает, может быть, вот как раз за вратами тут и цветочки. Откуда эти цветочки? Вот здесь тоже самая яркая краска — цветы на погосте. Так, может быть, вы уже и вышли, вы уже где-то были готовы что-то завершить,
У кого-то ситуация, как дежавю, возвращается из прошлого, может быть, из дальнего прошлого, когда это несколько лет тому назад. Вы пытались решить какой-то вопрос, и не получалось, а теперь складываются по судьбе так обстоятельства, что вот самое время. Ну вот как действовать? Поэтому, если даже нам приходится договариваться, мы не вспоминаем былое. То есть мы оставляем вот это прошлое, как за плечами, за спиной. Мне, наверное, обходить острые углы все-таки придется. Хотя бы даже, если, ну, я надеюсь, все правильно понимают, что смерть – это не про смерть. Это именно завершение, финал, трансформация. И если это касается отношений или важных соглашений, то тогда мы не пытаемся заново что-то доказывать по прошлой ситуации, понимаете, оставляя прошлое в прошлом. Однозначно нам говорит карта. Давайте еще, чего вы не видите. Ну вот, наверное, как нам что-то из прошлого может помешать, или когда мы, да, задержались в прошлом. Чересчур, занадто, хочется сказать. А что занадто, то не здорове. Вот эти песочные часы. Время пошло, оно уже не сейчас пошло, оно прежде пошло. Оно идет как раз к какой-то развязке. Но как и наша какая-то предубежденность, преднастроенность, так и вот этот восторг не случайно, смотрите. Когда мы настаиваем, мы по какой-то причине думаем, что вот эта дверь, сейчас я еще толкну посильней, и она откроется, а она не откроется. Ну и стекло не сломается. И в итоге мы можем застрять вот в своих вот этих предубеждениях. Этого вы можете не видеть. А тем не менее, мы с вами говорили, посмотрите. Вы можете закрываться от тех контактов, которые могут быть вам полезными. Четко. Дверь. Дальше двойка пентаклей мы говорили. Синхронность. Дверь на дне бассейна откроется только тогда, когда синхронность будет между людьми, ныряльщиками. Причем сразу, мы говорили, вы сразу увидите какие-то новые возможности. И тогда, а если мы этого минуем или не готовы договариваться, то мы все равно останемся или станем перед фактом какой-то ситуации, но нам придется как бы один на один проходить какой-то сложный путь. Поэтому лучше договориться с кем-то, ладно, чего вы не видите, и вам откликнется как будто кто-то, правда? Понимаете, тут ведь вопрос так, вот чего-то вам надо не упустить. И если я сказала, новость, да, будет, это новость, которая будет, а вы не видите. Вот вы увидите что-то. Вы знаете, вы можете сомневаться. Вы, допустим, получаете какое-то предложение или, ну, это как, ну, информацию какую-то о возможности вы получаете. Вам это может явно что-то не нравиться на 100%. Но если мы этим не воспользуемся, то мы себя как либо задержать можем, там, где уже нам делать нечего, или где-то будем надеяться, ситуация улучшится, изменится что-то, или будут более благоприятные условия. Мы явно потеряем время, а потом, чего вы не видите. Вот вы сейчас именно чего-то не видите, а потом вы узнаете, зачем все это было нужно. Дверь закрыта, но тут телепортация происходит. Вот чего вы не видите. Тут тайна какая-то может у вас открыться. Какой-то важный разговор. Ну, предположим, вам казалось, вы знали человека, ну, на 100%, а то и на 150%. Поверьте, явно вы что-то не знали. Или, допустим, когда вы идете в инстанции, учреждения, тоже за бумагами, за оформлением. Вам думается, что вы чего-то знаете, но мы можем не знать каких-то подзаконных, к примеру, актов, которые приняты буквально вчера. Ведь так тоже бывает. Или мы можем не знать каких-то еще условностей. Мы об этом узнаем. Но самое главное, наверное, не потерять время. Но договариваться точно придется. Быть готовым, мои дорогие, как и к неожиданностям, к неожиданной информации. Я бы даже сказала, к неожиданным диалогам. Так как решится ваш вопрос? Будет ли успех в деле? Будет ли успех в деле, как решится ваш вопрос или проблема? Так, аркан повешенного. Что-то не решается, не так быстро. Вот смотрите. Две карты. Прояснение. Если мы спросили, что прояснится.
У вас явно прояснится, почему был такой долгий застой. Что вам мешало? Может быть, это для вас такая ясность, как у нас открываются глаза на что-то. Карта Солнца говорит, ты действительно о чем-то узнаешь. Ты потом поймешь, зачем это было нужно. Более того, мои дорогие, вы как будто себя поблагодарите, что какое-то дело вы довели до конца. А также я бы сказала, что кто-то из вас себя поблагодарит именно за то, что вы решились на что-то. Даже, может быть, когда было непонятно, были тысячи неопределенностей или не отказались от какого-то диалога. Но аркан Солнца нам однозначно говорит, решиться ваш вопрос может. Но, может быть, потребуется какое-то время. Хотя мы все разные. Я могу предположить, что кто-то скажет, нет, вот есть один только вариант, и других я не вижу. И это будет тогда как по 12-му аркану. Поэтому давайте мы с вами сделаем вот как совет от карт, да, или совет высших сил, что нам подскажут, как знаки, может быть, судьбы. Загадайте, мои дорогие, два варианта действия. Или, например, как вы будете действовать, или если вы скажете «да», или когда вы примените какой-то один метод. Ну вот продумайте. Явно есть, нам уже все карты об этом говорят, не один подход, а как минимум есть два. Вот у нас две карты выпали на кульминационный вопрос в задуманном деле. Будет ли этот успех, да? Или что прояснится? Да, вот тут и ясность, и, по сути дела, успех будет. А рядом противоположная карта, которая говорит, она, конечно, может говорить о том, что у тебя решится дело, но не так быстро. Ну, давайте немножко дальше пойдем. Поэтому задумайте на аркан, допустим, повешенный, какой-то определенный метод, один, и номер два, или план Б, да, план А, план Б, на вариант по карте Солнца. А мы достанем как карту совет. Что будет дальше? Если вы будете применять первый метод и второй, к чему все идет? Или, может быть, что прояснится? Кому необходимо, ставьте на паузу. А мы посмотрим по первому варианту. Так что же тут прояснится? Не, вот тут по паузе, смотрите. Какой-то период все равно будет ожидания. По аркану Луна, ну тут явно неопределенности какие-то, тысячи неопределенности. Два старших аркана. Мы можем себя как будто отдалить от решения вопроса, если мы будем либо бездействовать, либо будем отказываться. Мы пока чего-то не видим, это правда. И, кстати, отчасти говорят, договариваться тебе придется с хамелеонами, хочешь ты или нет. Или тебе сейчас придется это сделать, либо тебе придется это сделать, но позже. Более того, явно если вы загадали первый метод, семерка мечей, карта вора, карта хитрости и обмана. Как будто этот метод явно не работает. Что еще? Вы просто потеряете время. Вам может казаться, и по аркану Луна нам может казаться, что, смотрите, ничего не происходит. А иногда по аркану Луна, ну, тоже мы в чем-то можем быть уверены. А нам тут вообще-то карта кричит буквально, спасай себя. Тебе нужно вот в эту закрытую дверь войти и оказаться за дверью. Это как место безопасности. Кстати, по первому варианту избегайте толпы. Здесь как-то нужно... Тут против вас могут хитро действовать. И вам-то тоже нужно. Хитро и мудро. По пажу кубков нам может как раз казаться. И иногда по луне это, знаете, какая-то эмпатия. Она нам тоже замыливает глаза. Мы можем где-то быть в приятных эмоциях, какой-то неге. Мы опять же теряем время. Нам конкретный человек показан, который теряет время. Но при этом, при всем, он чем-то воодушевлен. Однозначно, я не могу так вот сказать. Точнее, я могу сказать, что первый вариант не способствует ни успеху, ни решению вопроса, ни решению проблемы. Ладно, что по аркану Солнца. Как решится ваш вопрос? По королеве жезлов это та, которая умеет, кстати, хранить молчание, умеет работать с информацией и умеет правильно распорядиться деньгами. Это вы
триумфальной арке окажетесь. Да, вот вам придется тоже как-то действовать. Мы уже говорили, обсуждали эту карту совершенно альтернативно. Ладно, как решится ваш вопрос? Он тоже не решится быстро, да? Или будут, как будто шаг уже сделан, что-то прояснено будет, это однозначно, потому что карта Солнца. Но вы можете как будто остановиться на полдороги и застрять. А как нужно действовать? Совет. Ровно на то время, которое может быть отведено регламентом. Или сколько вы готовы уделить времени составлению данного документа конкретного, да? Или сколько вы готовы времени, ну, проводить какие-то согласования. Здесь есть какие-то и внешние события, силы, да, которые вы не можете ускорить. Так вот, когда касается регламента, то тогда нужно, может быть, и подождать. Но если это что-то зыбко непонятное, когда мы сами вот сели и ждем, когда нам кто-то что-то предложит, нам как минимум самим не только выйти нужно, а подойти совершенно к другим дверям. Понимаете? Потому что тут тоже ожидание предусмотрено, но по аркану умеренности это вот буквально двери откроются, как только кувшины водой наполнятся. Будьте готовы к тому, что правда. Вам тут могут, знаете как, вы можете столкнуться с человеком, который будет много обещать, но ничего не будет делать. Хотя вам захочется думать, по крайней мере, этим может подкупать человек, что все правильно говорит, или правда он какой-то там не то что специалист, а тут больше эмоционально вас он будет цеплять. И хочется верить, именно хочется верить. И так вот, вера или какое-то правильное взаимодействие от человека может исходить, ну, знаете, как подсказка. Вот как подсказка, то, что вы услышите, это можно принимать в расчет. Но если надеяться, что человек вам сказал, как нужно действовать, и будет тут что-то за вас делать, то так не получится. Какой еще совет? Ну вот смотрите, тут ситуация по башне у вас, вокруг вас, будет что-то меняться. Иногда это прообраз тюрьмы или каких-то ограничений. Уже вот эта башня, какая-то прежняя ситуация. Или прежняя, ну, иногда это как трактуется какой-то порядок, система, которая тоже будет меняться. Башня имела трещину, и от попадания молнии она теперь рушится. Поэтому часто, ведь это старший аркан, вы можете оказаться в таких условиях, где вокруг вас что-то будет меняться. Поэтому тут нельзя зазеваться. Может быть, поэтому нам и говорят, что сохранить себя нужно, но и действовать альтернативно. Нельзя застрять, думая, что что-то продолжится. Может быть, кстати, вот эта карта, да? Две, точнее, карты. Может быть, вы сейчас решаете вопросы, вы пока не видите, мои дорогие, как сложится потом обстановка. У вас сейчас есть возможность, вот я бы сказала так, а потом ее может не быть. Вот я вижу только именно так. Солнце будет в том случае, когда вы именно от чего-то не откажетесь. Да, но методы вы будете применять совершенно иначе. А потом, потому что внешние какие-то события будут еще меняться. Совет от карты, как поступить. Слушай свою интуицию. Как поступить? Сохраняй самого себя. И я сейчас вернусь к нашему видео. Хочу взять карту оракульную. И давайте узнаем на оракулах. И мы продолжаем наше видео. Неожиданно, правда. Я тут вижу, что какие-то внешние события будут меняться. Мы даже не можем с вами сейчас предполагать. Но по второму варианту или по второму варианту метода как будто есть перспективы, а по первому, да, изначально нет. Так, какой совет нам дадут оракул? Успех. Чтобы был вот этот успех. Как предпочтительнее действовать? К чему ведет первый вариант? Или как нужно действовать, да? Очень скоро, мои дорогие.
Нужно определиться с чем-то прямо сейчас, не откладывая что-то на потом. Может быть, эта речь и идет именно вот о сложившейся ситуации, почему она зависла. А, Вы должны знать, чего вы хотите. Здесь не должно, ну, наверное, поэтому аркан повешенный, не должно быть что-то, знаете, как надежды на авось, что что-то вернется. Мы где-то об этом тоже с вами говорили. Если ты хочешь, чтобы у тебя произошло прямо что-то как бы быстрее, прояснилось, к примеру, то ты должен спросить, чего ты хочешь, к чему ты стремишься. По крайней мере, мы где-то с вами с этого начали и говорили, будь честен с самим собой. Вторая ситуация. Совет. Ну, явно, с учетом карты флирт, не относись к чему-то слишком серьезно. И, может быть, правда, тут у нас такие карты выпали, что впереди такие перемены, которые мы даже не можем предполагать. Но договариваться, мы ведь говорили, придется. И карта буквально говорит дословно, передавай свою радостную энергию другим. То есть дипломатия, мои дорогие, это ваше все. Пусть будет еще один совет, к чему это все придет. Позвольте ситуации развернуться спонтанно. Как будто отпусти контроль. Ослабь вожжи. И действуй по ситуации, мои дорогие. Ну, в принципе, так оно. И где-то вот это хорошее настроение, да, добрая, радостная энергия будет способствовать тому, что вы сумеете договориться. Вы не упустите какую-то возможность. Конечно, нам будет очень важно, чтобы мы, вот как по этой карте, не поставили перед собой какие-то табу. Или не застряли в наших представлениях о ком-то или о чем-то. У вас вы ресурсны, но и вокруг вас есть и влиятельные персоны, или, смотря чего касается дела или вопрос, и есть те люди, которые не совсем простые. Но явно карты говорят, какой выбор предпочтителен, правда? Но если мы хотим какой-то вопрос решить или задачу, или проблему, зависать точно не имеет смысла. И как будто карты подсказывают, кстати, что ваш, может быть, тупик сложился именно из-за того, что вы с чем-то либо на что-то согласились, мои дорогие, либо позволили себя, ну, где-то ввести в заблуждение с учетом семерки мечей, но это так мягко говоря. И из-за этого и получается вот какая-то потеря времени, когда, может быть, поначалу что-то и развивается, в нас вдохновляет, нам это нравится, радость это, а потом получается, что да не совсем, слишком затянулось ожидание. А по аркану Солнца, да, тут явно и ясность будет, сама карта ясности, а не паузы или застоя, да, будем говорить. Но как будто делая выбор в сторону Солнца или второго метода, ты даже пока сейчас не видишь, в какой ты потом окажешься в ситуации и насколько ты себе скажешь спасибо. Может быть, поэтому нам и говорят. Верховная жрица. Кстати, умейте хранить молчание. Это где-то перекликается с королевой жезлов. Пусть не в этой колоде, но часто эта карта в классических колодах имеется черный кот возле ног королевы. Это тоже символ того, что она умеет хранить как и свои секреты, так и чужие. Ей люди больше доверяют и несут информации. А известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Ну, это так, пусть и громко сказано, но вот, видимо, информация и ваше интуитивное предчувствие, ведь это вот чуйка, мы говорим, да, по верховной жрице, это работает на все 100. И когда мы себе ну, храним где-то тайны наши собственные, не обсуждаем наши вопросы, мы тоже об этом говорили. Сколько людей, столько мнений, меньше путаницы в нашей жизни. И, может быть, вам придется, вот как по аркану башня, в какой-то последующий период для самосохранения, для смены статуса, для вообще какого-то нового жизненного этапа, витка, как прыжка в будущее на что-то решиться еще более серьезного, чего вы сейчас пока даже не видите. И это будет связано с тем, что это как какая-то неожиданность.
Это ведь тоже отчасти трансформация, мои дорогие. Причем та, которая, смотрите, 3 старших аркана. И когда выпадают арканы старшие, это значит внешние события или обстоятельства. Вы даже предположить не можете, как это потом будет складываться. И именно потом вы себе скажете спасибо. Поэтому не ставьте жесткого графика, ну, как бы для себя, да, вот я соглашусь на это, а вот на это не соглашусь. Нет, вот тут я вижу, что как раз через хорошее настроение и умение договариваться, мои дорогие, к вам и приходят те возможности, которые, как я уже говорила в последующем, вам более чем пригодятся. Может быть, через какое-то количество времени вы скажете себе спасибо, что не отказались, поэтому позвольте ситуации развернуться спонтанно. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Успех в деле определенно есть. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.